Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно секретного антиинопланетного оружия. Цель сообщества от фронтиров в честь 9-го обновления или нет, я не знаю, в общем это связано с торгоидами. Ну что ж, обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Поначалу, даже с включенным фильтром, чтобы вам показывались цели сообщества, вы можете ее не заметить. Потому что находится она, блин, в Плеядах. И тут есть три различные точки, где все это дело у нас происходит. Летим на одну из них и давайте-ка посмотрим, что у нас там, про что нужно вести, как участвовать и все остальное. В данный момент я нахожусь в системе Мириопа. Давайте-ка перейдем к целям. Панель миссий, цели сообщества. И тут у нас, как вы видите, три различные стороны. Сейчас я буду читать специально для тех людей, которые не находятся в игре и не знают, что у нас тут происходит. Давайте вникать. Salvation обратился к пилотам с просьбой доставить необходимые материалы для размещения антиинопланетного супероружия в системе Мироуп. Командир Мопар Халлоран передала следующее сообщение с борта гигантского корабля Мусаши. Опасения Salvation подтвердились. Торгоиды вторглись в три ключевые системы. Были приняты меры, чтобы остановить их. Наступление в системах Майя, Мироуп и Дельфи. Однако нам срочно требуется забрать засекреченное экспериментальное оборудование Sphere of Taurus в системе Карата. Но об этом немножечко далее. Пилоты должны доставить оборудование на борт корабля Glorious Prospect в системе Мироуп для подготовки к запуску супероружия. Груз необходимо доставить до вторника, 14 декабря. Обычно, ребята, у нас цель сообщества длится неделю. Тут она длится почему-то 5 дней. Непонятно, с чем это связано. Догадки и все остальное пишите в комментариях. Без этих компонентов мощи супероружия Salvation будет недостаточно, чтобы поразить корабли торгоидов и остановить наступление. В качестве награды лучшие 75% вкладчиков получат осколочное орудие первого класса в заводской комплектации на неподвижной установке с увеличенной точностью, дальностью, бронебойностью, скоростью выстрела, однако их масса энергопотребления, выработка тепла также будут увеличены. Награда будет доставлена на Glorious Prospect к 18 декабря. То есть, когда вы в цели сообщества заняли определенное место, и потом все пишете в комментариях, в личку и прочее, где мои пушки, я участвовал в ЦС, ребята, 18 декабря. Начинаем паниковать только после этого, где наши пушки. Кампания продлится с 9 по 14 декабря. Реально очень короткая ЦСК. Чтобы получить право на награды, вы должны зарегистрироваться как активный участник перед тем, как сдавать засекреченное экспериментальное оборудование на борт Glorious Prospect в системе Мироуп. Учтите, что изменения ситуации во фракции и другие дестабилизирующие действия могут отрицательно сказаться на работе рынков и стационных служб и помешать ходу кампании. И да, внимание! Осколочное орудие. Это означает, это будет вооружение стражей, потому что обычные дробовики называются залповые. У нас есть уже осколочные пушки стражей второго размера. Но что это будет, как это будет выглядеть, пока непонятно. И да, во всех трех фракциях, скажем так, одно и то же. Но практически, за одним исключением. Допустим, в системе Delphi, где сейчас самое большое, так сказать, вовлечение пилотов. В качестве награды лучшие 75% вкладчиков получат две пушки Гаусса первого класса с возможностью ведения залпового огня, увеличенным боезапасом и уменьшенной вероятностью промаха в заводской комплектации. Интересно. Интересно. Ну, а за маю у нас, получается, будет следующее. Получат плазменные пушки первого класса в заводской комплектации на неподвижной установке с увеличенным уроном, бронебойностью, боезапасом и скоростью полета снаряда. При этом их энергопотребление и тепловая нагрузка также будут увеличены. Награда будет доставлена, но также 18 декабря. Ну, честно, мне очень интересно, что это за такие у нас пушки Гаусса с залповым огнем и уменьшенной вероятностью промаха. Не помню такой формулировки в модифицированных пушках Гаусса от стражей. Наверное, поэтому здесь и большее вовлечение народу, как вы можете заметить. Теперь давайте перейдем к тому, что вести, как вести, сколько вести и все вот это вот
остальное. Нам нужно в систему Карата. Да. И лететь до нее так нормально. 380 лет от Плеяд. В моем случае это 6 прыжков, но корабль у меня еще не загружен. Когда я загружу его грузом, будет больше. Естественно, можно использовать флотоносец, но... Сейчас вам все покажу. Это не просто товары, которые мы покупаем там по 500 штук и закидываем на авик, либо просто везем на катере. Тут все по-другому. Вот, это система Карата, этот мегашип нам туда. Но, ребят, вам ничего это не напоминает? Heart of Taurus. Было такое дополнение для StarCraft. Heart of the Swarm. Да, там где зерги. Может отсылочка, может нет, не знаю. Наверное, просто показалось. А если нет? А теперь немножко о плохом. Поскольку это у нас редкий товар, с ним будут проблемы. Вот засекреченное экспериментальное оборудование. Можете купить его 20 штук за раз. Окей, вы его купили. Но оно сейчас у вас имеется здесь. Кстати, не отображается толком нормально. Еще вы не купите, пока эта штука у вас находится на вашем корабле. Продадите вы это дело, либо скинете на авик, неважно. По крайней мере, было так. Плюс, это все стакнется через 10 минут. Засекаем. Сейчас 12:25 по времени элиты. Через 10 минут я попробую купить еще. Но предварительно я это дело выкину. И только после этого проверю. Если будет, то все хорошо. Тогда работаем следующим образом. Просто закупаем здесь, везем туда. На корабле. Можно еще отсюда на авианосец в эту же систему. И просто складировать через снаряжение. Также раз в 10 минут будем покупать и возить. Надеюсь, тут именно будет 10 минут, а не 15 или 20. Но сейчас все посмотрим. 10 минут прошло. Давайте смотреть. Хоть бы было. Да, раз в 10 минут. Вопрос решен. Где это брать, как возить. Но есть еще и четвертое место, где мы можем принять участие в цели сообщества. Система называется Мини. Мэна, не знаю как правильно. В общем, летим туда. И да, она у вас не будет отображаться, пока вы туда не прилетите. Не знаю, с чем это связано. На Инаре, кстати, есть эта информация. Вот, пожалуйста. Система Мэна, Мина. И вот куда нам нужно. Феррис, Док. И да, уже отображение имеется. Давайте посмотрим, что у нас здесь представлено. Как вы видите, их тут теперь 4. РМТА проводит исследование антиинопланетного супероружия Salvation. Бывший сотрудник Аегос профессор Альба Тесра попросила избранных пилотов оказать помощь в исследовании антиинопланетного супероружия Salvation. Представители Аегис считают, что для создания оружия применяются опасные непроверенные технологии, нуждающиеся в тщательном исследовании. Отправьте в систему Карата и заберите засекреченное экспериментальное оборудование гигантского корабля. Это понятно. С достаточным количеством компонентов инженер Ремта сможет изучить оружие. Тесра заявила, что несмотря на недостатки организации, по-прежнему верит в Аегис и ее искренние намерения. С помощью избранных пилотов и исследования Ремта она надеется остановить безрассудные эксперименты Salvation. В качестве награды лучшие 75% вкладчиков получат 4 блока ракет 3-го класса типа антиксена на турельной установке. Вот оно как. Далее, для успешного исследования оружия требуется достижение цели 1-го уровня, несмотря на то, что излишки компонентов будут использованы только в дальнейших исследованиях. Все поставки будут зачтены при подсчете личного вклада пилота. То есть, в принципе, как я это понимаю, мы можем завести сюда до 1-го уровня, попасть в топ-75 и выше, и мы получим эти пушки. И Ремта сможет там провести свои исследования. Помимо этого, мы можем и поработать там. Если что, поправьте в комментариях. А у меня на этом все, друзья.
Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, которые для вас отснял, друзья. И там уже свыше, внимание, 570 видео по этой игре. Много контента я отснял, конечно, но много еще и предстоит, так как Фронтиры не останавливаются и продолжают вводить различные нововведения в эту прекрасную игру. Плюс, примерно 1/5 от всех отснятых видосов я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 22 плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, корабельное вооружение, ручное, комбинезоны, инженеры, как все это улучшается, как различные модули улучшаются. Много полезной информации, но все же общий, так сказать, сгусток инфы в одном большом плейлисте по элитке. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также там имеются чаты. Я говорю про Discord и Telegram, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть друг с дружкой хоть в CS, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, и вам это рекомендую, это полезно. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, то вам в Discord, там подробные правила вступления и нахождения в эскадре. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.